Итак, всем привет и подписчикам моим, и, конечно же, новым зрителям. Сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такую вот картину лазерным гравером. Независимо от рабочей поверхности, рабочей площади гравера самого. То есть у меня гравер 40 на 50 сантиметров. Но благодаря этой технологии можно делать любые картины, даже в человеческий рост. И для этого нужно всего лишь две программы. Само собой Rips, хотя можно и работать бинбоксом, и Photoshop. Но бинбоксом будет очень долго и неудобно, а рипсом намного проще. Так, лазер у меня, вот он, 40 на 50 сантиметров. Так, сейчас это у меня вытяжка просто на зиму стоит, труба. А летом, конечно, проще с ним работать. Сейчас я стекло уберу. Итак, я убрал стекло, вот он лазер. И из-за того, что я поставил ящик для вытяжки, вон она у меня вытяжка, у меня теперь рабочая площадь стала примерно где-то 33 сантиметра в ширину и в высоту 43, где-то так. Вот. И я задумался, как сделать можно им большие картины. Есть два варианта. Первый вариант подходит, когда без этого ящика мы работаем. Просто у нас лазер стоит на столе. Можно взять большую фанеру. Я вам сейчас, к примеру, скажу, там картину сделать 2 на 2, или если в полный человеческий рост фотографию делать, то метр шириной, 2 высотой. И вот когда, скажем так, ящика этого нет, и лазер у вас свободно передвигается по столу, потому что он портативный, в общем-то. Это и сейчас он у меня закреплен на уголках. Вот. И можно положить, то есть лист фанеры, метр на 2, и по нему уже выжигать, передвигать лазер кусками. А я вам сейчас расскажу способ, как я делаю большие картины, вот, не передвигая лазер. Итак, для этого нам нужен Photoshop. Первое, что мы делаем в Photoshop, открываем нужный нам файл. Уже предварительно обрезанный. То есть готовый. Какую картинку мы хотим сделать, такую сразу открываем. Так. Сейчас я вам покажу на примере. Вот тигра я подобрал. Обычная картинка. Вот он, тигр. Да, еще только для этого нужно изображение обязательно HD качества, высокого разрешения. Потому что, чтобы сделать фотографию, например, 2 на метр, картину, нужно обязательно высокое разрешение. 2-3 тысячи минимум, наверное, пикселей. Мегапикселей. Так, теперь, что мы делаем? Мы берем инструмент. Нам нужно, раскроить на детали. Так как у нас лазером большую сразу не сделаешь, нам нужно раскроить на детали. Если вы будете делать, например, фотографию, у меня, если в лазе дощечка 30 на 40, это значит в ширину примерно будет 3 дощечки, и получится 90 сантиметров в ширину, вот так вот. А в высоту надо будет, если по 40 сантиметров, то 5, чтобы 2 метра была фотография. То есть нам надо разделить по вертикали на 3 части, по горизонтали на 5. Но это фотографию, если длинная. А у меня почти квадрат здесь фотография. То есть, и мы ее разделим, и примерно получится у нас фото можно будет сделать 1,5 на 2. Вот так вот. Для этого берем инструмент, вот этот. А ну-ка, выскакивай. Вот. Инструмент раскройка. Правой кнопкой кликаем по нему. Панель инструментов выскакивает. Вот, берем именно раскройку. Взяли раскройку. Теперь на фотографии наводим ползунок на фотографию и опять же кликаем правую кнопку. И разделить фрагмент. Видно, да? Разделить фрагмент. Вот. И теперь, у меня уже здесь выставлено, вот я 3 на 3 хочу разделить его. То есть, чтобы было 9 частей. Все меня устраивает так. Она будет почти квадратная, нормально. Нажимаем ОК. И вот она у нас поделена на 9 частей. Теперь нам нужно ее сохранить, эти фрагменты. Идем в файл.
Дальше. Тут сохранять просто так не получится. Нужно сохранить для веб. Вот эту строчку. Сохранить для веб. Нажимаем. Выскакивает у нас такое окно. Теперь выбираем какой формат. Вот этот вот. JPEG. Короче. Так. Дальше. Кликаем на следующую картинку. Проверяем, чтобы здесь формат был одинаковый. Потому что один раз я делал, у меня первая была вот такого формата, а все остальные гифки получились. Проверяем все картинки, чтобы, все части. Короче, здесь везде один и тот же формат, как видите. Не перепрыгивает, все нормально. Везде. Все, дальше. Качество ставим 100%. Размер изображения пусть будет такой, как есть. И жмем сохранить. Сохраняем. Есть имя файла. Добавим пару букв, чтобы не выскочило одинаковое. Так, сохранится он у нас в документы, пускай. Сохранили. Теперь это все нажимаем ОК. Тут специальные символы, которые не будут поддерживаться там серверами и так далее. Нам интернет не надо. Так что все нормально должно быть. Все, по идее сохранился. Сейчас иду в проводник и смотрю, что у нас получилось. Так, развернем тебя. Развернули документы. Где у нас тигр? Вот здесь он, тигр, получился. Вот смотрите, пожалуйста, у нас тигр разделен на 9 частей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, есть. Открыли один кусочек. Посмотрели. Но это не обязательно делать. Короче, тигр у нас есть. Все нормально. 9 частей. Теперь далее. Это закрыли, это свернули. Это тоже можно свернуть пока. А вот он крокодил, который я вам показывал в начале. Довольно-таки реалистично получается. Главное, чтобы было разрешение высокое. Так, теперь идем в RIPS. RIPS. Это у меня старая картинка, которая была. Добавляю файл. Открываю. Теперь документы. Где они? Вот они. Да что ж ты. Вот они. Вот он, наш тигр. Наши картинки. Вот, недавно я делал номерной знак на дом. Тоже из кусков. Но это уже было на заказ, у меня его нет, показать не могу. Так, и выбираем теперь первый фрагмент наш. Вот этот, самый первый. Открываем. Открыли. Есть у нас кусочек. Далее идем в редактор. Ай, трассировку нажал. Какого хрена? Редактируем. Дальше делаем мы его в оттенки серого переводим. Перевели. Есть. Теперь размер какой нам нужен. Вот это вот важная деталь. Прикиньте, если у вас вот 3 картинки в ряд, какой вам нужен. Если вам нужен метр, значит где-то нужно, чтобы сантиметров 30 была первая картинка. Ну вот сейчас стоит тут 130. Но у меня тут не сходится, не откалибровано по сантиметрам. Поэтому я ставлю, например, 300. Пускай будет. Высота, она, пропорция сохранится. Первую, главное, сделали. И вот эту цифру, когда вы добьетесь результата такого, какой вам нужен, обязательно ее запомните, эту цифру. Так, применить. Есть. Принять. Так, проект. Есть. Все, вот он у нас. А теперь включаем вот эту штучку, подсветку контура. И смотрим, на размер первой картинки на лазере. То есть нажимаем и смотрим, у нас лазер показывает, какого размера будет у нас картинка первая. Ну вот, например, сейчас сантиметров 15 получилось. То есть у меня целиком будет 45 сантиметров в ширину. Мне этого мало. Значит, сейчас я увеличу размер еще. Вот. Нам этого мало. Идем опять в редактор видео. И увеличиваем размер. Делаем 600.
Только вы за мной прям слепо не повторяйте, потому что у каждого свои настройки. Это уже подбирается опытным путем. Так, 600. Теперь опять нажимаем подсветку. И смотрим теперь, докуда доедет наш лазер. Оп, 600 вышел перебор чуть-чуть. Не влезла она. Ну, где-то 550 будет самый раз. И это, заметьте, только первый фрагмент будет. А их будет 9. 3 по горизонтали, 3 по вертикали. Ну вот, по высоте он влез. Ну, короче, чуть-чуть надо будет убрать. Но это вы разберетесь. Вот, и в итоге у вас получится 9 картинок. Вот таких вот на фанере. Дальше останется фанеру только обрезать. И сложить. Это в моем варианте в зимнем. То есть, когда лазер недвижимый, то мне приходится по-любому из фрагментов фанеры делать. А если, например, я же говорю, когда вот весной, пожалуйста, окно рядом открою, тут-то дыма немного, без вытяжки, вытяжку можно будет убрать. И тогда я просто на стол положу лист фанеры и буду уже выжигать каждую картинку, передвигая лазер. То есть установил лазер, закрепил в одном месте, выжег картинку, один вот этот вот фрагмент. Дальше передвинул лазер, опять же с помощью подсветки контура вывел ровно по линиям, следующую картинку вырезал. И так 9 раз, и получится у вас картинка 1,5 на 1,5 метра. Ну или там какую захотите. Главное, запомните, вот после вырезания первой картинки, запомните вот эту цифру. Вот эту 600, которую вы ставили для, ну, как сказать. Короче, первоначальный размер картинки. Потому что когда вы введете вторую картинку, у вас будет размер здесь другой. И вам нужно будет опять поставить 600. На все 9 картинок, которые я буду выжигать, размер ставится один и тот же. Для того, чтобы они потом сошлись. Вы понимаете это, что, наверное. Вот и все, и весь секрет. Чем-то напоминает печатание на принтере. Когда так же само с нескольких картинок постер делаешь или плакат, с нескольких картинок складываешь потом целую картину. Вот. Ну вот, в общем-то, и все, чем я хотел с вами поделиться. Дерзайте. Вдруг какие-то вопросы по настройкам рипса или по настройке лазера, пожалуйста, обращайтесь в комментариях. Я вроде никому не отказываю, всем отвечаю. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарен. Ставьте лайки. Все, всем пока.